Помните отливку с цинком? Она звенела, и с нее летела стружка мелкая-мелкая-мелкая, как порошок. А вот какой-то из дегазаторов сделал вот такое вот чудо чудесное. Всем привет! И сразу для вас чуть-чуть грустная новость. Я обнаружил, что по ту сторону экрана, там где сидите вы, кто-то у меня из зрителей глазливый. Потому что когда я что-то делаю без вас, без камеры, получается все намного лучше. А когда с вами, я косячу. Так, за 2 дня я, сделал без вас. Печку доделал и сделал инжекционную горелку. Горелка получилась огонь. За 15 минут я расплавил в ней китайские краны шаровые, латунь. Вот, расплавил, отлил. Ну, плавка была пробная, первая. Поэтому вон есть шлак. Потому что тигель взял узкий, туда ложкой хорошо не подлезть было. Весь шлак не выбрал. Ни дегазатора, ни буры не кидал. Просто попробовал отлить. Получилось, все нормально. А самое главное время, 15 минут, и я ее расплавил. Все, теперь к сегодняшнему видео. Сегодняшнюю тему, как это часто бывает у меня на канале, подсказали вы. И после последнего видео, там есть один комментарий человека, который набрал больше всего голосов, лайков. И я решил его сделать. Написал он, самое простое. Говорит, давай сделай так же само, как в этом видео, только с дегазатором. Вот сегодня и сделаем. Опять мой любимый поршневой сплав. И чистого цинку 20%. Ну это я отпилю еще, здесь много сейчас. Это я еще не взвешивал. 20% цинка закину. И потом проведу дважды дегазацию. Вот Андрюха мне подогрел дегазаторы. Микросал для алюминия и дегазол. Он мне сказал, что это для меди, для медных сплавов дегазол. Но из разных источников я узнал, что, то есть на одном сайте пишут, что это для медных сплавов, на другом сайте пишут, что для алюминиевых сплавов. Вот сегодня двойную дегазацию сделаем. Сначала микросалом, потом дегазолом или дегазалом, я уже забыл. И сделал я опять нового вида колокольчики. Потому что видели вы в прошлом видео, да, когда я колокольчик достал, с него потекла какая-то жижа. И мне мои учителя-специалисты сказали, что возможно эта жижа самое главное, что должно быть там. То есть флюс какой-то вытек или еще что. И он был просто сверху колокольчика всплывший. То есть вовремя не сыграл. Поэтому сделал колокольчик сверху 4 отверстия. И сбоку 4 отверстия над самым дном, чтобы пузырьки играли от дна, и сверху вот этот вот как раз тот флюс или жижа-то выходила. И колокольчик двухсторонний, то есть двойная дегазация, значит, одной стороной продегазирую, пока буду шлак снимать, он остынет, и потом вторую, шлеп туда. Так, ну и наверное все, поехали к печке. Подопытные все на своих местах. Зарядил туда сразу цинк в тигель и сверху положил алюминий. Как вы пишете, быстрее расплавится. Трубку я вход сделал наискось, то есть теперь, по идее, пламя закручивается. Так, тут заряжено. Дальше форма. Форму я решил сегодня не греть в духовке. Думаю, все-таки с такой горелкой, пока после второй дегазации будет отстаиваться алюминий, я сумею ее прогреть до нужной температуры. И немного я переиграл с дегазацией. Первым буду дегазировать дегазолом, потому что он сыпучий, хоть и в таблетке был, но он сыпучий, сильно сыпется, его пришлось замотать в бумагу. А второй уже микросал. Он спокойно держится, все нормально. И поэтому я просто переживаю за то, что после второй дегазации вот эти вот пепел от бумаги, возможно, он будет оставаться все-таки в алюминии, возможно, он остается. И поэтому первая дегазация будет с бумажным пеплом, а вторая уже чистым выгоним все, что там есть. Во всяком случае, попытаемся. Ну, а теперь поджигаем. Есть.
Поджиг произошел. А теперь поехали. Аж запыхало, крышку не открыл. Так, ну вот как-то так это все пока и происходит. А дальше сейчас попробую показать, что внутри. Внутри пока вот так. Ну еще толком ничего не видно, еще ничего не раскалилось, не нагрелось. Ну уже вата вон краснеет на глазах, да? Мутно. Ну вот как-то так. Так, смотрите, что покажу. Ну это уже видели с инжекционными горелками этот фокус. Ну сейчас покажу. Печка вся красная, полностью видно в ней, да? А здесь она правда холодная. Вообще. Единственное, чувствуется, как с трубы чуть-чуть жаром идет. Но по ней, может быть, видно вам будет. На ней даже на краю конденсат еще есть. Где труба кончается, входная, и там конденсат. То есть тут не греется она вообще. Ну, правда, я там еще маленькое изменение сделал. Конструкционное. Один человек посоветовал. И как-нибудь обзор сделаю на нее. Ну, а здесь уже скоро будет плавиться. Уже цинк расплавился. Наверное, не видно, да? Сейчас алюминий уже пойдет. Вот, алюминий расплавился. Но есть один минус в этих горелках. То есть алюминий весь еще не расплавился, а который на дне расплавленный, он уже красный. Тут без перегрева никак не обойтись. Все, сейчас буду выключать и будем дегазировать. Ладно, давай так. Недоработочка выскочила. И... Во, пусть горелка потихоньку горит. Так, а там уже какая-то окись пошла. Смотрим, что тут творится. Ладно, включаем горелку. Так, теперь первый дегазатор опускаем дегазол. Бумага горит еще на расстоянии. И дегазируем. А дегазол дольше реагирует, чем микросал. Микросал за это время бы уже реакция остановилась. Можем проверить только с дегазолом. Гляньте, какой шлак получается. Вот только перестает булькать. И то еще пузырьки идут. Нет, все равно надо будет двойную дегазацию сделать. А потом как-нибудь с дегазолом отдельно уже. Так, сейчас шлак снимаю, прогреваю. И буду дегазировать еще раз. Наверное, все. Фу.
шлак я сниму уже без вас. Там неинтересно. Шлак после дегазала. Прям сыпучий такой, труха. Отличный. Но все-таки решил вторую микросалом еще подегазирую. Так, вам, наверное, ничего не видно, да? Давайте я лучше удалю. Вот так хоть что-то видно будет. Так, ну в этот раз действительно видно, нет? Что-то там всплыло, какой-то флюс, жижа. Но она не по всему расплаву. Она вон ходит одной кучкой. Или это какой-то реагент, который просто прореагировал с ним, с алюминием, и все. Но это не флюс. Так, ладно. Короче, выливать начнем, покажу, я появлюсь. Все, алюминий отстаивается в печи. Я сейчас постараюсь минут 5, сколько там, погреть форму. Так, варежки, я думаю, тут не пригодятся пока. Стоять. Блин, зажигалкой уже надо поджигать. Ну, думаю, дальше будет неинтересно опять, поэтому выключаю. Форма более-менее прогрета. Ну, оставлю горелку, пусть работает. Все, достаю алюминий. Так, ну все, думаю, хватит. Вроде сегодня и форма прогрета хорошо. Так что будем доставать и посмотреть. Пусть остывает, не буду я его ни в воду кидать, никуда. Остынет, потом достану. Встретимся на распаковке. Через пару недель, наверное, через вторник. То есть не на следующий вторник, а через вторник. Сделаю обзор на печь и на горелку. Что я там изменил от оригинальной конструкции. Какие чертежи брал. Потому что у меня был опыт. Я перед этим полностью по чертежу делал. И у меня получилась горелка не ахти. А сейчас видели, я вот форму грел. И она горит, не забивается, не тухнет. То есть не обязательно в печи. Остыла она естественным путем. Еще горячеватая. Да. Руками ну уже зато она вот выходит сама. То есть думаю, сейчас уже спокойно могу в воду кинуть. Ничего я там плохого не сделаю.
Сейчас остужу, достану. Да, и сразу расскажу немножко про дегазаторы. Два дегазатора себя ведут по-разному. Дегазол, дегазал. Все путаюсь его, правильно, дегазал. У него шлак получился после его реакции сыпучий, рассыпчатый. Ложкой собрал, все нормально. А у микросала, когда вот эта вот коричневая жижа всплыла наверх, она как раз, эта жижа, собрала в себя весь шлак. И потом при вынимании колокола она прилипла на колокольчик. И получается, что когда я вытащил колокольчик, расплав был уже сверху чистый. Если бы я его, например, не отстаивал, а сразу выливал, уже не надо было ничего снимать. Все, продолжаем. Вынул форму. Опять не без потерь. Надо форму мне протачивать. Вынул заготовку, говорю, форму. Пришлось мне опять по ней постукать. Время от времени бывает, то нормально выходит, то, короче, придется делать конус все-таки в этой трубе. Или другую делать форму. И теперь вот что тут, смотрите. Вот этот кратер, он теперь не по центру получился. Как раз с этой стороны, вот с этой стороны, больше всего горелка и грела. Значит, получается, я форму не догрел. То есть везде уже застывало, а здесь было самое горячее. Дольше всех застывало. И видно, вот видите, вот эти изломы. Это не от того, что я выбивал. Они, эти изломы, были еще раньше. То есть, когда она была в форме, эта заготовка. Эти изломы уже были. Алюминий рвало. Так что, думаю, сверху тут ждать нечего. Хотя, возможно, здесь что-то будет хорошее. Ну, проточим, посмотрим. Что ждала две дегазации. К станку поехали. Ну что, я точу, вы наблюдаете. Поехали. Давайте побольше снимем. Ладно, потом рассмотрим. На солнышко прям пойдем сегодня и рассмотрим. Если я успею до появления туч. Сейчас по боку пойдем. Поехали. Ладно, потом посмотрим. Вы заметили сегодняшнюю стружку? Я не знаю, какой из дегазаторов это сделал, но она вот какая. Хоть пружины делай. Помните отливку с цинком? Она звенела, и с нее летела стружка мелкая, как порошок. А вот какой-то из дегазаторов сделал вот такое вот чудо чудесное. Как деревянная, как будто рубанком настрогал. Сейчас разворачиваем, смотрим, что сверху. Так, керосинем и вперед. Вот так вот. А теперь уж точно вперед.
Так, я, наверное, сейчас сниму, переверну опять и низ пройду быстрорезом. И посмотрим разницу. Есть ли разница между твердосплавными пластинами и быстрорезом. Пробуем. Так, ну пойдет. Сейчас по торцу еще пройду также. Я его не выставлял, поэтому по центру он сейчас не попадет. Ну да и пускай. Ну вот, сейчас снимаю, смотрим, обсуждаем. Вот это крупным планом та жижа, которая была сверху после микросала, которая вышла, прицепилась за колоколом. И вот она как раз в себя собрала весь шлак, который был, она в себя вбирала его. И прям одной каплей такой и вышла. Ну а теперь его в сторону. Вот он, герой сегодняшний. Смотрите. Так, ну по обработке. Смотрите. Вот это быстрорез. Вот это твердосплав. Ну, правда, обороты были разные. Здесь обороты больше, возможно, поэтому чуть более зеркальное стало. Но по качеству... По качеству хорошо. Так, и да, насчет обработки. Сегодня самолет из Китая приземлился в Москве. И везет он мне резец с пластинами по алюминию. Так что через неделю-другую уже буду обрабатывать пластинами именно по алюминию. Вы же пишете, что будет зеркало. Вот и проверим, насколько оно будет зеркало. Ну, теперь давайте приблизим и рассматривайте, критикуйте, что сегодня получилось. Вот такая вот она поверхность. Но я пока даже не вижу и через очки. На дисплее мне не видно, солнце отсвечивает. Поэтому, как всегда, рассматривать буду уже без комментариев на ноутбуке. Полоски видно, но это от резца. Так вроде не видно ни вкраплений, ни пор. Ну а дальше посмотрим. Вот она. Центральная часть. Это у нас донышко. Такое получилось. И вот она у нас верхушечка. Ну, верхушечка порадовала, если честно. Сверху нету пор. Смотрите. Даже возле кратера, где кратер образовался, и вокруг него даже пор нет. Нормально так чистенько получилось сегодня. Хорошенькая получилась заготовка. Ну и теперь возникло еще больше вопросов, чем было до этого. То есть заготовка сейчас получилась лучше, чем с цинком просто. Дальше, что сработало? Использовал два разных дегазатора, плюс в микросале сделал выход вот этой вот коричневой жижи, она, может, сработала. Или дегазал сработал, или двойная дегазация сработала. То есть для себя экспериментов уже в голове много. Понятно, что я все это показывать не буду, потому что это однообразно. И так уже, наверное, поддостал. А сейчас покажу стружку. Я вам показывал стружку после твердосплава. Сейчас покажу стружку после быстрореза. Смотрите. Быстрорезом с алюминия можно мочалки нарезать. Легкая, пушистая. И он ветром сдувает. Вот на такой веселой ноте сегодня заканчиваю я кино. Всем удачи, здоровья. Давайте, до новых встреч, то и ветер начинается.